Добрый день, дорогие друзья, гости моего канала. Вас приветствует канал Эрика, Берлин, Deutschland. Если вы случайно зашли на мой канал, подписывайтесь. Это поможет развитию моего канала, а также это огромная мотивация для меня. Друзья, подписчики, не забываем ставить лайк. Ну что, начинаем? Поехали! Как вы, наверное, уже слышали, что Польша подверглась атаке нескольких дронов. Но не все так просто. Мы уже знаем, как Польша, недавно я рассказывала, что сам Дуда признался позже, который любитель Зеленского, что Зеля звонил Дуде и говорил: сделаем так, что эта атака якобы была российских дронов, чтобы развязать Третью мировую, втянуть Запад в войну против России. Поэтому с этим надо быть очень осторожным. А панику пока устраивать не надо. По сообщению истребителя F-35 уже в воздухе, и несколько польских аэропортов, кажется, около 5, закрыты. И первые политики США, но не Трамп, говорят, что Россия объявила войну всем нам, европейцам. Давайте посмотрим на развитие событий. В ночь на 10 сентября в небе над Волынью появились первые сообщения о шахедах, направляющихся к польской границе. Сначала говорили о 5 дронах. Польские F-16 были подняты в воздух, чтобы сопроводить объекты и перехватить угрозу. Но тревожная деталь прозвучала уже через несколько минут. Один из дронов ушел на юг, в сторону Молдовы, через район города Атач. Вскоре стало ясно, что это лишь отвлекающий маневр. Основная масса беспилотников устремилась прямо на территорию Польши. Жители приграничных районов впервые услышали те самые сирены, которые раньше ассоциировались исключительно с Украиной. Соцсети наполнились паническими сообщениями. Они летят на Люблин, сирены воют, дети плачут. Такого у нас еще не было. Польские журналисты осторожно писали: ситуация развивается, оставайтесь в укрытиях. Но главное ощущение ночи – беспомощность. НАТО, на которое Варшава возлагала все надежды, в этот момент выглядело растерянным. Польские F-16 кружили в небе, но количество целей оказалось слишком большим. Телеграм-каналы и мониторинговые сайты сообщали: «Змейка» из 120 шахедов двинулась со стороны Украины в направлении Польши. Для жителей это прозвучало как приговор. С такой массой не справится никакая система ПВО. Первые кадры огней в небе над Люблином и Замостцем подтвердили: атака реальна. Уже через несколько минут после первых сообщений польские и украинские каналы зафиксировали: речь идет не о 5 дронах, а о целой змейке, сотни шахедов, которые двигались в сторону польской границы. Один из дронов действительно ушел в сторону Молдовы, в район города Атач, что вызвало панику в Кишиневе. Еще ничего не известно, потому что, по моим сведениям, так как польское правительство не может идентифицировать остатки дронов, хотя поляки ликвидировали 10 дронов, тем не менее, остатки от дронов никто с номером и так далее, который подтверждает, что это принадлежит России, не нашли до сих пор. Зеленский делает все, чтобы привлечь Запад, НАТО в войну между Россией и всего Запада. Это единственное его спасение. Для него очень важно, чтобы он оставался президентом. Ну, он просроченный президент для нас всех. Тем не менее, что он оставался у власти, и он всеми методами хочет вмешательства западных стран и натравить западные страны против России. Заметьте, если выйдет мое видео, то каждые 5 минут какое-то обновление. И в данный момент я говорю то, что есть. Может быть, завтра, если выставлю это видео, появится новая информация. Что говорит газета Tagesschau, немецкая газета? Информации: несколько дронов проникли на территорию Польши. Поляки активировали свою противовоздушную оборону и активировали средства для перехвата этих дронов. И на этот раз это не только один дрон, 10 или даже больше дронов. Польша сообщает об уничтожении российских дронов. В 1 час 34 минуты Польша и ее союзники обеспечивают безопасность польского воздушного пространства из-за предупреждения о российских дронах.
Польские и союзные самолеты действуют в нашем воздушном пространстве, в то время как наземные средства ПВО и радарные системы работают. Приведены в состояние высшей боевой готовности, сообщает командование польских вооруженных сил на платформе Twitter. Акаитская авиация ранее предупреждала проникновение российских дронов в воздушное пространство соседней страны. В 4 часа 46 минут польский премьер-министр Donald Tusk подтвердил применение военных мер против российских дронов. В связи с повторными нарушениями воздушного пространства Польши на платформе X проводится операция «Щирый Бетаск». Военные применили оружие против этих объектов. Но глава Польши без подтверждения объявил, что это, конечно, российские дроны. И этого следовало ожидать, и мы ожидали это. И что западная военная операция уже началась. Я могу только предполагать. Конечно, возможно, что русские запускают свои дроны над польской территорией, чтобы посмотреть, насколько хорошо работает польское ПВО, как проходят процессы. То есть, другими словами, шпионская провокация. Вторая возможность — это то, что все не так уж и впечатляет. И что русские просто при программировании. Свои шахед, камикадзе-дроны не особенно точны. Вполне возможно, что там есть человеческие ошибки. И что эти дроны тогда просто выбирают другую траекторию. А затем коснутся польской территории или вторгнутся в польскую территорию, чтобы затем повернуть и действительно атаковать цели в Украине. Я думаю, что возможно оба варианта. Конечно, в первую очередь думают о провокации со стороны русских. А именно, что они пытаются выяснить, как обстоят дела с польской противовоздушной обороной, как там обстоят дела. Однако в этой операции участвуют не только поляки, а даже американцы, США и другие западные партнеры с истребителями F-35. По сообщению сейчас вам покажу, что американские самолеты F-35 уже контролируют пространство Польши, обеспечивают безопасность, чтобы никакие другие дроны не проникли. Сейчас огромный хаос происходит не только в воздушном пространстве Польши, но и на земле. Польское правительство заявило, что все остаются в безопасности дома, и все крупнейшие аэропорта закрыты. Все, конечно, друг друга спрашивают, действительно ли Россия напала на Польшу. Я в это не верю, зная Зеленского и зная, чего он хочет достигнуть. И нас все хотят втянуть в Третью мировую любым способом. И первые политики из Америки уже говорят о войне против нас. Что же они пишут? Они говорят о том, что мы благодарны партнерам НАТО, быстрая реакция на обстрел. То есть быстрая реакция на агрессию Путина. Эти политики говорят, так надо обязательно за все, что сейчас сотворили русские, положить санкции, которые обанкротят Россию. США истребители F-35 Lightning только что появились на авиарадаре над Польшей, так как Польша сейчас находится в состоянии высшей боевой готовности. Соединенные Штаты имеют несколько истребителей F-35 в Сенде, которые теперь контролируют воздушное пространство Польши, чтобы обеспечить, чтобы никакие другие дроны не проникали. Топливозаправщик MRTT, который был базирован в Восточном полюсе, по-видимому, возвращается на свою базу. Также, по-видимому, этот большой самолет заправляет польские боевые самолеты и истребители F-35 в воздухе, что указывает на то, что ситуация, вероятно, крайне критическая. 4 аэропорта в Польше, в том числе крупнейший аэропорт имени Шопена в Варшаве, закрылись во вторник из-за незапланированных военных действий, связанных с предупреждением государственной безопасности. Как следует из сообщения на сайте Американского управления гражданской авиации FAA, 3 других закрытых аэропорта – аэропорт Ясьонка, аэропорт Варшава-Модлин и аэропорт Лодзь. А я себя спрашиваю, почему именно сейчас Россия бы обстреляла Польшу? Именно сейчас, когда... Какой им смысл сейчас обстрелять, когда у них все на мази? Это просто бред. То есть, если судить, что пишут американские политики, то это все чуть не уже начало
Третьей мировой войны. Россия атакует партнера НАТО Польшу иранскими хиктронами менее чем через неделю после заявления президента Трампа. Но Белый дом это игнорирует. Это военный акт, и мы благодарны партнерам по НАТО за их быструю реакцию на продолжающуюся необоснованную агрессию Путина против свободных и продуктивных наций. Я призываю Трампа ответить обязательными санкциями, которые обанкротят российскую военную машину и обеспечат Украину оружием, способным победить Россию. Путин больше не удовлетворяется тем, чтобы воевать только в Украине. Теперь он напрямую проверяет нашу решимость. Путин заявил, что у России нет границ. Сейчас существует множество вариантов того, что происходит. Первый вариант. Несколько часов назад произошли массивные удары по Украине, и эти дроны могли случайно попасть на территорию Польши. То есть дроны могли сбиться с курса, то есть потому что произошло GPS, все GPS идет, его деактивировали Запад. Вместо того, чтобы оказаться на Украине, они полетели в Польшу. Следующий вариант – это может быть, я говорю, что говорит Запад. Какие предположения? Второе предположение, что это Россия хочет предупредить западный мир: не вмешивайтесь в нашу войну между Украиной и Россией. Прежде всего, прекратить поставки дальнобойных ракет. Третий вариант. Через 2 дня начинаются крупные военные обучения Белоруссии и России. И Запад уже спекулирует, что вот это нападение было как предлог. Спекулируют на Западе, что эти обучения России и Белоруссии было предлогом напасть на западные страны. Четвертый вариант – это опять фейк от Зеленского, чтобы вести западные страны в войну против России. Украинцы могли перехватить российские дроны и направить через GPS в сторону Польши. Они уже раз сделали, когда рассказал, что Зеленский уже с Дудой разговаривал об этом. Это все равно, что бы ни было, эти все 4 варианта ведут к огромной эскалации, конечно, а не к миру. Что говорят на Западе по телевидению, что это может быть провокация, проверить, как реагируют на российские дроны и быстро реагируют западные страны. Сейчас послушаем несколько блогеров из ТикТока, что они говорят. Некоторые слишком уж в панике, серьезно думают, что это были российские дроны. Сейчас как раз я предоставлю блогера, которого я часто тоже предоставляю в моих видео, который говорит то, что я думаю, что все это фикция Украины. Ну, конечно, Зеленского, ясное дело. В основном эти дроны были направлены на Западную Украину. Не, конечно, специально в Польшу. Польша называет то, что произошло сегодня, актом агрессии. Ну, по залету дронов, да, то, что они подняли авиацию, сбили дроны, актом агрессии со стороны Российской Федерации. Альянс со стороны США называет это актом войны. Ну, то есть, то, что вчера Катар пострадал от Израиля, это случайность, как сказал Трамп. А то, что залетели просто дроны на территорию Польши, так это уже сразу акт войны. Но российское руководство по этому поводу молчит. Но знаете, если посмотреть на вот эту реакцию, и то, что сейчас требует сразу, и санкции увеличить, и там разрешить кучу всего Украине. Вот здесь вот надо теперь разбираться, были ли то дроны Российской Федерации. Либо же это под шумок просто сделали такие же дроны, и просто взяли и специально запустили, потому что была очень большая атака на Украину. Их под шумок запустили, и давайте вот теперь вот так сделаем. И это вполне вероятное событие, и оно очень даже вероятное. F-15, F-16, F-35, все в воздухе. НАТО в шоке, тоже все поподымали там самолеты и так далее, и так далее, и так далее. Об этом пишет Украина. Но давайте теперь правду послушаем. Да, были залеты гераний на территорию Польши.
со стороны Российской Федерации, ну, залетели просто, как когда атаковали Западную Украину. Немного залетели на территорию Польши и вылетели. Российские туда никто никого не направлял, естественно. Ни на какой Жешув, как начали говорить и писать бегом украинские СМИ. Нет. Они просто залетели и назад полетели в Украину по Западной Украине. Украинские же СМИ сразу начали писать, это на Жешув полетели, это все, это объявлена война стране НАТО и так далее. Вот так фейки быстренько делаются со стороны Украины. И точно так же, как я и говорю, что это огромный фейк, который может, вот такие вот фейки, перейти в вмешательство Запада в Украину путем фейка. Теперь, дорогие друзья, хочу вам показать, что происходит во Франции. Разжигатели войны вместе с Макроном. Как и в Германии, люди выходят на улицу массово. Сейчас я вам предоставлю видео, что там творится. Против втягивания войны. Против того, Макрон, мол, говорит о том, что если надо, шлю солдат в Украину. Народ этого не хочет. Потом, я опять говорю почему. Потому что вся эта бредни о том, что следующие будете вы, Запад, уже все раскусили. Нормальные, адекватные люди. И знают, что это не их война. Реакция французского народа на Макрона и на его политику. Париж видел много протестов, множество маршей, много моментов гнева, но на этот раз кажется, что ставки выше. С одной стороны стоит президент Эммануэль Макрон, который реализует план, который может отправить французских солдат в Украину в рамках будущей силы Рершурнсфаурс НАТО. С другой стороны улицы Парижа, заполненные демонстрантами, размахивающими флагами, и кричат, что Франция втягивается в войну, которую не желает. Конфликт касается не только политики, но и идентичности, суверенитета и выживания. И в основе вопрос, будет ли Франция бороться за себя или за НАТО? На Парижском саммите 4 числа в сентябре Макрон представил то, что он назвал историческим прорывом. Стоя рядом с Владимиром Зеленским, он с гордостью объявил, что сегодня у нас есть 26 стран, которые формально обязались направить войска в Украину в качестве сил уверенности. Скорее выступали бы в роли защитного щита. Зеленский, заметно воодушевленный, назвал парижскую встречу поворотным моментом. Эта встреча необходима. Речь идет не о желании, а о необходимости. И я думаю, что сегодня, впервые за долгое время, это первый действительно серьезный, конкретный шаг. Для Владимира Зеленского, для украинского президента, это была победа для Макрона. Момент продемонстрировать себя как государственного деятеля. Но для многих французских граждан это был шаг слишком далеко. Всего через несколько дней улицы Парижа взорвались протестами. Сотни человек шли маршем под руководством Флориана Филиппа из партии Лес Пейтриртис, размахивая триколорами и баннерами с надписью «Остановите военных агитаторов НАТО, Макрон». Долой ЕС, НАТО, Deep State и выход. Послание Филиппа было предельно ясным. Я не вижу, какие французские интересы мы защищаем в Украине. Мы стреляем себе в ногу. Нет, мы будем защищать интересы европейской олигархии, личные. Интересы Макрона и фон дер Ляйен. Мы должны гарантировать, что на Украине нет французских войск. Это цель номер один. Флориан Филиппа изображал Макрона не защитником мира, а как слугу Брюсселя и НАТО. Среди демонстрантов гнев был необузданным. Обычные граждане выражали настроение, которое Макрон больше не мог игнорировать. Мы не защищаем интересы Франции, когда нас убивают в Украине. Речь шла о том, что французские жизни рискуются ради чужой войны. Филиппа продолжил и сослался на предупреждение Путина. Путин предупредил, что если там будут французские войска, они станут главными целями. Существует опасность втянуться в войну, и я думаю, французы не стали бы понимать, почему мы должны вести войну, которая не имеет к нам никакого отношения. Филиппа обвинил Макрона в том, что он продал Францию задолго до украинского вопроса. Макрон предал Францию всю свою жизнь. Еще до того, как он стал президентом республики, он продал Ауструм.
Мы должны выйти из Европейского Союза и выйти из НАТО. Вы – пешки в руках НАТО. Мы не защищаем интересы Франции, когда нас убивают в Украине. Зеленский называет это прорывом. Но демонстранты видят предательство, тень НАТО и угрозу войны с Россией. Слова висят в воздухе, острые и незабываемые. Теперь, ребята, перейдем к другой теме. Дезертирство в Украине. 140 тысяч под предварительным сведением дезертировало в Украине. Кроме того, в день погибают до 2000 украинских солдат. Почему многие дезертируют и не хотят идти в армию? Почему Западу это не интересно? Подумайте сами. Об этом-то стараются не говорить, хотя я сейчас предоставлю западную прессу, западную информацию по этому поводу. Так за кого борется Запад? За Зеленское и его правительство войны? Или за правительство мира, которое хочет мира? Кто главный в стране? Зеленский или его народ, который отказывается идти на фронт или дезертирует? Люди в отчаянии. Нет мест на кладбище. Это заголовок, который едва ли кто-то может по-настоящему осознать. В Украине растет дезертирство. Солдаты массово покидают свои части. Не только поодиночке, не только в тихие моменты, а в таких масштабах, что даже опытные военные аналитики остаются безмолвны. Речь идет о более чем 140 тысячах мужчинах, которые с начала года покинули свои посты. Число, которое словно гром среди ясного неба прокатилось по Европе. Сообщения с фронта описывают хаос, замешательство и кладбища, которые переполняются трупами. Солдаты не знают, где они находятся, не знают, за какую миссию они сражаются, и многие говорят, что их вынуждают идти в бой против их воли. Заключенные говорят о принудительной мобилизации, сокрушительных потерях и системе, которая поглощает тысячи мужчин. И пока эти новости просачиваются, распространяется слух, который звучит еще более взрывно. В сентябре должна произойти решающая битва в Донбассе. Битва, которая может изменить ход войны либо в сторону переговоров, или в сторону полной эскалации. Месяц за месяцем тысячи украинских солдат дезертируют. Многие больше не могут, многие больше не хотят. Семьи прячут своих сыновей, чтобы уберечь их от фронта. Сотрудников призывных комиссий угрожают. Целые регионы истощены. У России больше людей, больше резервов, больше запаса. Украина, напротив, живет на пределе. Каждое дезертирство имеет двойной вес, каждое бегство ослабляет не только военную сторону. Но если количество дезертиров увеличивается, если не хватает рекрутов, если мораль рухнет, что тогда? В Украине погибают так много украинских солдат, я уже говорил, 2000 в день часто, что на кладбищах сняты ограничения. Сейчас я вам покажу, что говорит украинец обо всем этом. Это просто настоящий трэш, друзья. Пленный украинский солдат рисует ужасную картину. В последнее время я слышал, что они сошли с ума. Им все равно, кого они забирают. Алкоголики, наркоманы, я не знаю, вероятно, из-за нехватки людей. Из-за большого количества умерших, очень-очень много умерших. Я даже знаю несколько кладбищ. У кладбищ есть свои ограничения. У них есть. Они сняли ограничения, и людей хоронят. Нас привезли в деревню, где мы были расквартированы, и я никого не спрашивал, где мы были. Он рассказывает, как смятение и истощение привели к его пленению, которое завершилось. Нас привезли к высадочным площадкам, мы заняли их и сидели в окопах. Я вышел из окопа, шел вдоль уступов, потом услышал несколько выстрелов впереди. Я шел по уступам, спустился в долину, там была тропа, я пошел по ней. И пришел к вашим людям, так меня и взяли в плен. Мой дорогой сын, привет, меня взяли в плен. Здесь ко мне хорошо относятся, и я. Не беспокойся, все в порядке, я люблю тебя, целую тебя, папа. Ребята, если наступит ситуация без выходного дня, лучше сдаться. Либо умереть, либо сдаться, лучше сдаться. Эти слова раскрывают правду, мораль разрушена, и Украина бросает.
неподготовленных мужчин в войну, которую она не может выиграть. Зеля, зная все это, и партия войны его, плюс западные политики, зная все это, или не хотят знать это все, они действуют в своих интересах, провоцируют вмешательство Запада в конфликт между Украиной и Россией. Например, путем вот этого вот якобы дроны российские обстреляли или хотели обстрелять Польшу. Чтобы потом Запад не имел ограничений на кладбище, так много будет погибших. Это гарантированно. Дорогие друзья, я прощаюсь с вами. С вами была канал Эрика Берлин Deutschland. Подписывайтесь, поддержите меня. Также не забываем ставить лайк. Желаю вам самого наилучшего. Из сердца к вам, ваша Эрика. Пока, до новых встреч на моем канале.